Приветствую вас! Если бы вы увидели сейчас такой автомобиль или автобус, у которого на крыше был огромный надутый мешок, то подумали, что это какой-то дирижабль на колесах. Но в начале 20 века автомобили с такими мешками в странах Старой Европы, такие как Германия, Франция, Австро-Венгрия и Великобритания, это было нормальным явлением. И никого не удивишь, если мимо вас проедет автомобиль с огромным мешком на крыше. Но для чего в то время эти самые мешки возили на крышах автомобилей? Но прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понимать, что с конца 19-го, начала 20-х веков не было четкого представления, на чем будут работать двигатели будущих автомобилей. Да и то же топливо, производимое из нефти, в странах Европы не было в достаточном количестве, так как своей добычи нефти не было и не всецело зависели от импорта. И в случае дефицита из-за перебоя с поставками нефти, все имеющееся топливо уходило в первую очередь на нужды военных и промышленности. А простые владельцы автомобилей должны были искать замену бензину или ставить автомобиль на прикол. И альтернативный вид топлива вскоре был найден. Им оказался всем известный и распространенный в то время блау-газ или светильный газ, который использовался для освещения тогдашних улиц. Получали его при пиролизе каменного угля или нефти и состоящего из 50% смеси водорода, 34% метана, 8% угарного газа и других горючих газов. Вот именно его и закачивали в те самые мешки на крышах автомобилей, которые назывались gas-bud vehicles. Изготавливались эти мешки из прорезиненной ткани, так как были дешевле в производстве, чем металлические баллоны высокого давления, из-за дефицита стали для них. К тому же не нужно было тратиться на компрессоры для каждой АЗС, которые были запитаны от городской газовой сети. Давление газа в этой системе было невысоким, что позволяло без проблем заполнить газом эти прорезиненные резервуары. Но при всей доступности этого вида топлива были и свои недостатки. Во-первых, высокая пожароопасность. Запрещалось курить не только в машине или автобусе, но и на остановке. Во-вторых, проблемы с обтекаемостью автомобиля. Разгоняться сильно крайне нежелательно, дабы не сдуло баллон с машины. Проезжая под мостом, нужно следить, чтобы автомобиль под ним не застрял. И в-третьих, внушительный расход топлива из-за плохой аэродинамики автомобиля. Автомобили с мешками на крыше помогли компенсировать Европе дефицит нефти. Но со временем поставки нефти улучшались, топливо стало более доступно. А если возникали проблемы с нефтью, то к тому времени уже были изобретены двигатели, работающие на дровах. Да и сами городские газовые светильники стали уступать дорогу работающим на электричестве. Вернулись к такой подобной технологии только в конце 80-х в одной из провинций Китая. Но вместо лампового газа в мягкие резервуары закачивали природный газ метан, которого в этой провинции оказалось очень много. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, пока!